Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, вы на канале Мой Флакон, и сегодня очередное видео про мою парф-неделю, где я расскажу про духи, которыми я пользовался каждый день. На самом деле я выбираю ароматы довольно спонтанно, но в этот раз у меня есть определенный план. На выходных мы со Славой снимали видео про Le Labo. У нас был такой сет, примерно там 19 ароматов, что-то в этом духе, довольно много, ждите скоро на канале. И также мне захотелось немножечко поносить, что это у нас, Mona Dior. Тоже, наверное, видео вы уже к этому моменту увидите, которое я снимал. Вот, сегодня утро понедельника, 23 что ли, октября. И я хочу начать день с Танка 25 от Le Labo. И с собой возьму парочку таких еще других ароматов. Там, наверное, бергамот, ветивер и нуар. Вот. Мне очень запал в душу Танка 25. Небольшой спойлер сразу про видос наш со Славой. Сейчас я им обольюсь и посмотрю, насколько он стойкий. Если он продержится со мной, ну не знаю, хотя бы часа 4-5, то это, конечно, кандидат на покупку. Он такой очень сладкий, немножко вонюченький и древесный. И вот эти бобы Танка своей такой ореховостью дают классный вайб. Мне очень прям понравился. Если есть возможность затестить, рекомендую. Конечно, все равно вслепую не стоит. В общем, да, Танка оказался нестойким. Не больше 3 часов со мной продержался. Я сейчас в офисе иду на обед, и поэтому на улице нанесу следующий, что я хочу испытать. Я не думаю, что он тоже будет стойкий. К сожалению, Танка уже вылетел из моего виш-листа. Ну, 3 часа за такую стоимость нет, точно нет. Хотя было приятно. Бергамот 22. Ну, такой бергамот, прям ничего особенного. Но здесь 22 компонента. Ну, посмотрим, как он заиграет. Расскажу вечером. Что ж, уже вечер. Отчитываюсь о проделанной работе за понедельник. Вот этот вот товарищ Танка 25 оказался нестойкий. И это на самом деле очень печально, потому что я так хотел его купить, но уже перехотел. 3 часа, не больше, поэтому в обед я нанес бергамот. И он, знаете что, несмотря на то, что он цитрусовый, ну, правда, там еще ветивер, там амбра, всякое такое, но пахнет реально как бергамот, цитрусовый, классно пахнет. Продержался 5 часов. И это очень круто для цитрусов. Ну, единственное, что он близко к телу, шлейфа никакого не ждите, ну, как бы такое, да. А на руке мне сейчас прогулялся я со Славой, у него вдруг оказался Мил де Араби от Шапарт. Вот здесь вот у меня прямо, ох, это, конечно, круто. Такой гранатик терпкий, супер. Очень классный аромат. Если найдете, то затестите. Ну и на завтра, не знаю, будет у меня этот бергамот, не будет. Ветивер, либо что-нибудь еще там я хотел. Вот это, наверное, я хочу еще разносить за Нуар 29. Посмотрим, как у меня будет настроение. Так что до завтра. Вторник. За вчера я уже выморозился на работе. Вообще мне надо отпуск. Сегодня хотел что-то такое утверждающее, и из вот этой вот группки золотых флаконов я решил выбрать B683 экстракт. Эта штука довольно плотная, но сейчас почему-то она мне не села. То есть здесь есть какой-то кожаный аромат, есть запах яблок. Но, знаете, таких полежавших действительно осенних яблок. Вообще, это, наверное, время этого аромата. Но что со мной не так сейчас, не знаю. Мне не очень понравилось. Посмотрю, как это будет в шлейфе. Но в целом коллекция Марк Энтони Баруа у меня вся. Мне это все нравится. Кстати, посмотрите, в каком-то
одном из бутиков, когда я покупал, мне в подарок дали вот такую штуку, ганимед экстракт, 2,5 миллилитра. Это что-то невероятно, на самом деле. Это как бы стоит дорого, и такие подарки. Ну и, кстати, слово, вот этого хватит надолго, потому что плотный аромат, часто надевать не хочется. Вот этот, собственно, не знаю, раз в год я надеваю. Надо, наверное, делиться с кем-то. Вот. Ну, конечно, из этой всей серии самые классные. Это Ганимед. Ничто не побило этот рекорд по продажам, по хайпу и по всему такому. На втором месте, видимо, Энцелад, потом Бэшка. Ну, а все эти экстракты, это такое, они дорогие, как бы... На коллекционеров, вот типа меня, да, кто заинтересовался вот этим брендом. Пойду в офис, взял с собой еще пару отливантов, посмотрим. Но этот вроде как довольно стойкий на весь день. Возможно, и не придется до вечера ничего не носить. Отчитаюсь позднее. Уже вечер, и что я вам скажу, этот товарищ пробыл со мной весь день, и до сих пор у меня на запястьях я слышу, и он напоминал о себе такими приятными вайбами в течение дня. Кстати, уселся он отлично, мне очень нравилось. То есть там какие-то такие легкие кожаные, с кислинкой, какие-то такие ноты. Не совсем понимаю, чем это пахнет. Может, сухофруктами а-ля. Вот, но да, стойкая штука. Мне кажется, будет со мной до ночи. Ну, наверное, все-таки перед сном что-нибудь нанесу на себе легкое, успокаивающее. Но это классно, вайбы у него хорошие. Советую для тех, кто хочет стойкие и интересные, неизбитые ароматы. Что ж, мое утро начинается с вот нескольких ароматов. На самом деле, перед сном вчера я все-таки напшикал на себя один из сэмпликов Монодиори. Это Дажима. Я его выпшикал. Здесь плохо видно, но в общем, да. Рисовый. И плюс нам не по пути, потому что он оказался таким довольно мускусным каким-то животным. Это было too much. Так как-то он... Ну, не то, чтобы пованивал, но... Какая-то нота специфическая, она мне не понравилась. Вот, а утром я использовал такой сэмплик Oud Satin Mood. Это типа как гель для рук и тела, гель для душа. И, знаете, тоже у меня есть к нему претензии, 2 раза им пользовался. Покупать точно не рекомендую. У него есть такой оттенок какой-то неприятный. Ну, как неприятный, своеобразный какой-то... типа неестественный. Он не такой, как типа роза, ут и ванилька, да, как в этом аромате. Здесь еще сегодня утром почувствовал какой-то банан, прям там какие-то синтетические ноты. В общем, он не очень сбалансированный по запаху, он отличается. Вот, хотя после себя на коже остается легкий флер. Ну, в общем, не знаю. Если вы попробовали, скажите мне, как вот вы с этим. И сегодня я уже облился перед работой вот этим диптиком. Это Венеция. Такая вот зеленая жидкость. И аромат на самом деле тоже такой зеленый. Ну, или это флакон зеленый. Наверное, это все-таки стекло зеленое, да. Жидкость, скорее всего, будет прозрачная. Это очень необычный аромат, на самом деле. Это... Что там по памяти? Помидор. То есть томат прям заявлен, зеленый перец, вы не поверите, базилик, в общем, короче, это салат. Но, ну что там еще было, ветивер или что-то такое, или цитрусы. Ну, на коже он садится очень интересно. Такой зеленый вайб. Я не могу сказать, что я пахну салатом после него. Вот, поэтому я хочу облиться, посмотреть, насколько он стойкий. Мне кажется, он не будет стойким, поэтому с собой возьму каких-нибудь пару сэмпликов, тревелов. Чем-то еще пшикнуться в обед или типа того. Пользовались таким? Какая-то редкость. Это же видел только на одном магазине его. Я уже пришел домой с работы.
овощной этот аромат Диптик Венеция, он оказался нестойким, но он классный. Он, да, овощной, да, немножко какой-то зеленушкой. В Славе, мне кажется, там чудятся цветы, хотя мне нет. И он слетел, может быть, через часа 3, но все это время вайб был очень классный. Но самое интересное, сейчас вечер, но до сих пор у меня на руках остался гель для душа от Satin Mood от Курджана. И ну, это впечатляет, что гель для душа пережил даже парфюм, который я наносил после него. И поэтому, да, если вам нравится такой советую. Мне не нравится база. Она для меня, ну, как-то слишком сладкая. Вот как-то не очень. Но в целом, да, рекомендую. А так я готовлюсь со Славой снимать видосик. Вот, собственно, скоро увидимся в нем. Как думаете, о чем он? Четверг у нас пасмурно. Я решаю, что мне хочется чем-нибудь послаще, погуще, поинтереснее. Хотя у меня все интересно. В общем, Le Reverte Kilian. Зеленый час от Киллиана. Совершенно не понимаю, почему он называется зеленый чай. Зеленый час. Потому что здесь нету там зеленых каких-то нот и тому подобное. Если знаете историю, напишите, мне было абсолютно лень это все гуглить. В общем, это сложный аромат, он про анис. Все крутится вокруг аниса. Но вот сейчас я нанес, и на мне анис не сильно выпирает, не особо бесит, потому что, ну, нота сложная, да. Прям это нужно любить. Больше таких каких-то древесных нот, да, каких-то немножечко алкогольных, но самую малость. Вообще не совсем легко его разделить на ноты, что, не знаю, это хорошо или плохо, но они все равно, да, на коже ощущается, дает такую пряность, и, честно, у меня они ассоциируются с, боже, какой-то такой штучка, как это называется, когда ловишь рыбу, я в детстве ловил рыбу с удочкой, и там в анисе мы что-то там замачивали, там то ли какую-то кашу. То есть почему-то рыбу это сильно привлекало, поэтому да, мне странно с этим ассоциацией, но это точно зимний аромат. Зимой в холода он супер, дает такой новогодний какой-то даже вайб, я бы сказал. Вот поэтому его время приближается. Ношу его не часто, как видите, надо бы с кем-нибудь поделиться. Зеленый час Киллиана пробыл со мной весь день, и я им насладился. Кстати, он мне не надоедал, и были приятные очень вайбы, и мне прям понравилось. А вечером мне хочется что-нибудь прям роскошного, поэтому я возьму Silk Mood, но не экстракт, а в Eau de Parfum версии, то есть который чуть-чуть полегче, но тем не менее такой же классный. Ромашка, папирус, ут, роза. Не такой сладкий, как сатин. Сегодня пятница, и, блин, какая неделя дурацкая была. Имею в виду про работу, конечно же, не про наши с вами рассуждения про парфюмчики. Ношу сегодня амбровый парфюм. Это Le Benz Gebois 1986 эклектика. Классные, красивые очень флаконы, немножко под винтаж. Аромат, кстати, тоже немножко под винтаж. Здесь магнитная крышечка, очень приятная. И аромат классный. Он амбровый, специевый, немножко алкоголя, немножко цветов, довольно плотный, также и древесный. В общем, это какая-то старая школа, я бы сказал, но на современный лад. Здесь он очень плотненький, и как раз вот на осень самое то. Мне очень нравится. Сейчас он раскрылся прекрасно. И амброчка, и древесная. В общем, да, пойду с ним
сегодня развлекаться последний день на работе. Ну что ж, уже вечер с Le Bains Gibois брендом, эклектикой. Я насладился, на самом деле, получил массу удовольствия. Он до меня доносился слегка на протяжении всего дня до вечера. И да, хороший парфюм. Я не скажу, что там будет большой шлейф, он скорее ближе к телу, но периодически до тебя доносятся такие классные амбровые отголоски, немножко со специями, древесные. Советую, классно. Возможно, чуть-чуть ближе в мужскую сторону. Вот, а на выходе из офиса вечером я нанес на себя на одну руку Santal 33, а на вторую руку Noir 29. Разнашиваю эти штучки. И, ну, Лилабо, да. Нуар этот, боже, 29, да, как он там, да, 29, я его не понимаю, он какой-то цветочный, на самом деле чем-то похож на Santal 33, какой-то он молекулярный тоже, как и Santal, я бы сказал, они какие-то весьма и весьма химические на мой нос, я оба не понимаю, ни Santal, ни Нуар, а это топчики бренда. Не знаю, ребят, подскажите мне, вот за что это любят, я не понимаю. Да, не шлейфовый, да, вот доносится эта штука, но это рассолом этим пахнуть и таким, ну ладно, мягкий сандал, но в основном рассол. Не знаю. Хотя, насколько я понимаю, не все слышат этот рассол. Кому-то просто слышен сандал, мягкая такая древесина. Ну, я окей, да. Если это вы, расскажите мне, потому что я не могу догнать этот аромат. Вот, а вечером, в пятницу, я зашел в бутик тут местный, и там были скидки. Кстати, на выходных еще будут скидки, и у меня уже глаза зажглись, что-нибудь купить. И я купил. Я давно хотел, ждал скидок. Довольно долго ждал. Купил, конечно же, вот это. Portrait of Lady Frederic Malle. Давайте распакуем с вами. Кстати, прикол в том, что эти коробочки, они упаковывают на месте. То есть это у них флаконы отдельно, коробочки отдельно. У них нету ни следы, ничего. При тебе прям их запаковывают. Они там штабелями так лежат у них. Не знаю, каково это, какая это... Хорошо, это плохо, не знаю. Вот, Portrait of Lady, это 100. Обожаю. Это не исключительно женский, это абсолютно унисекс. На мужчинах отлично ложится. Роза, пачули, ладан. Я ни разу еще не пшикал. Но уже этот запах. Конечно, это просто must-have для всех. В любой коллекции, я считаю. Обожаю. И... мне дали в подарок Heaven Can Wait. Это, получается, их новый аромат. И что-то там еще. Sherwood Memo. Давайте с вами затестим. Ну, оба эти ароматы я уже смотрел. Так как это бы мне тут уложится. Вот, и оба они мне не впечатляют на самом деле. Ну, давайте начнем с Sherwood. Красивая такая... у них оформление, как всегда. Ну, это какие-то абстрактные цветы. Наверное, цитрусовая будет база и древесные ноты. Ну, то есть цитрусовые верха и древесные ноты в базе. Ну, неплохо. Но это какой-то стандартный аромат. Я бы сказал, что это отсылает меня к люксу. Почему Sherwood, вообще не понимаю. Никаких Робин Гудов, да и лес особо я не слышу. Больше какой-то цветочный аромат, ну, не знаю, непонятно. Heaven Can Wait я уже пробовал в бутике. Честно, это какое-то расстройство. Во-первых, он очень прозрачный. Во-вторых, он быстро слетает, и какая-то такая база неприятная. Так, сейчас я попшикаю на эту коробочку. Момент. Вот такие красные у них
оранжево-красный их цвет классический. Вот, в общем, это ирисовый пудровый аромат. Сразу такая морковочка. Пахнет приятно, но на коже я наносил себе, он раскрывается, ну, некрасиво. Старт нормальный. И опять же, сейчас слышу, чувствую его, и он еле уловим. Какие-то такие водянистые акварельные ноты. И не понимать. Потом через 15-30 минут на мне открылся очень некрасиво. Парфюм вообще не мой. Расскажите, пробовали ли вы его, понравился ли он вам, потому что я что-то вообще не впечатлен. Что ж, друзья, субботнее утро, я завершаю наш парфюмерный марафон недельный. Мне кажется, что был довольно интенсивный, наполненный событиями марафон, неделя, разные ароматы, что-то понюхал, что-то даже купил. Утром я не хочу ничего наносить слишком стойкого, потому что я собираюсь пойти в парфюмерный магазинчик и разнюхать чего-нибудь, нанести на себя, всякое такое. Традиционная забава на выходные, поэтому цитрусовый парфюм, мой любимчик, просто один из моих топ of the top, best of the best, лаборатория Olfactiva, мандарин. Это сладенький, но не слишком мандарин с прожилками, с кожуркой. Здесь нету кислинки. Он не стойкий, слетает за час-два, и можно обливаться, но мне его никогда недостаточно. Что в нем хорошо? Один занюх, и настроение тебя поднимает сразу. Это просто плюс 100-500 к твоему настроению. За это я его и полюбил. Все остальное мне уже не важно. Так что приятного. Надеюсь, вам было понравилось. Просмотр этого видео было интересно, полезно, что-то вы для себя почерпнули, возможно, что захотели попробовать. Отличного вам субботы, выходных и любого дня, когда вы смотрите это видео.